Мужчина по имени Алексей ехал по трассе в холодный осенний день. Его дочь, Марина, была тяжело больна, и врачи уже потеряли надежду на ее выздоровление. Он все больше терял веру в традиционную медицину и начал искать народные средства. Психологически истощенный, он был готов попробовать что угодно, лишь бы помочь дочери. Неожиданно вдоль обочины трассы он заметил старушку с корзиной в руках. Она стояла рядом с небольшой палаткой, где продавались баночки с вареньем. Алексей замедлил движение и остановился, разглядывая ее. Старушка в таком холоде продавала варенье? Это казалось странным, но что-то в ее глазах, в ее добродушной улыбке привлекло его. «Варенье для здоровья, милок», — сказала она, подходя к машине. «Для твоей девочки самое то». Алексей не стал раздумывать. Он был уставший от поисков и отчаянно хотел верить, что это может помочь. Он взял банку клубничного варенья за небольшую сумму, поблагодарил бабушку и поехал дальше. Дома, в темной комнате больной дочери, Алексей открыл банку с вареньем. Он вглядывался в густую красную массу, поднимал ложку и думал, что, возможно, это и есть тот самый шанс. Он аккуратно дал дочери немного варенья. Марина, слабо улыбнувшись, приняла его. Но спустя несколько минут ее лицо стало напряженным, глаза ее расширились от ужаса. «Папа, там что-то не так», — еле выговорила она. Алексей встал, охваченный тревогой, и посмотрел на банку. Он был уверен, что это обычное варенье, но когда присмотрелся, его кровь застыла в жилах. Варенье не было обычным. Оно выглядело как обычная красная масса, но по краям банка, где варенье немного соскользнуло, Алексей заметил странные темные пятна. Он аккуратно протер крышку и посмотрел внутрь. Судорожно подняв банку на свет, он увидел, что в варенье плавали маленькие черные волоски, которые не могли быть частью ягод. Более того, варенье имело странный запах, неприятный и зловонный, как что-то, что долго стояло. Алексей попытался успокоить себя. Может, это просто старое варенье или ошибка в производстве. Но когда он взглянул на свою дочь, ее состояние ухудшилось. Она схватилась за горло, ее лицо побледнело, и она начала кашлять, как будто ее душило. С ужасом Алексей набрал номер скорой помощи, но все больше ощущал, что варенье — это не случайность. Это было что-то зловещее, нечто, что не должно было попасть в руки его дочери. В голове не укладывалась мысль, что старушка, казалось бы, добродушная и наивная, могла бы так сыграть с ним. Когда скорая помощь прибыла, врачи осмотрели Марию и сразу начали стабилизировать ее состояние. Но они не могли объяснить, что стало причиной ее внезапной реакции. Только позже, уже в больнице, Алексей рассказал об этом случае своим знакомым. Один из них, опытный травник, посмотрел на него с тревогой и сказал: «Это не просто варенье, это может быть подделка. Бывает, что люди используют такие средства для того, чтобы влиять на здоровье. Не исключено, что там был какой-то яд или токсичное вещество». Алексей был шокирован. Он не мог поверить, что кто-то мог так поступить. Но уже поздно. Он не знал, что на трассе он столкнулся с человеком, чьи намерения были далеко не добрыми. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, где вас ждет еще много интересного.